Всем привет! Сегодня будем рисовать такой орнамент, простой довольно и подходящий для различных подписей. Ну, если мы делаем какой-нибудь, может быть, проект или хотим произвести впечатление, красиво написав свою подпись и оформив ее таким затейливым орнаментом, то, в принципе, вот эта вот штучка может нам вполне себе так помочь. Начинаю рисование вот с такой простой формы и рисую одновременно в обе стороны. Это важно для того, чтобы и рисунок получался симпатичный, и генерировать, придумывать его было проще. Потому что очень трудно нарисовать изначально сложный орнамент, но не очень трудно построить его, исходя из простых, таких элементарных форм. Поэтому думать над орнаментом я начинаю вот с такой вот простой штуки. Развожу кривые в разные стороны и смотрю на их изгибы. И думаю, где можно еще что-то добавить, где, может быть, что-то будет гармонично и симпатично. Думаю, если я провел две линии, закругленные вниз, то, может быть, хорошо будут работать две линии, закругленные вверх. Если хорошо работают тонкие линии, может быть, хорошо будут работать и такие точечки, которыми я завершаю орнамент. И таким образом идет такой постоянный процесс некоторого творчества. Хоть и рисунок очень простой, но творчество, конечно, там нужно. И так как я работаю пером и тушью, то может быть вот такой вот интересный эффект, как вы только что видели, когда тушь создает некоторый такой рельеф на бумаге, и это очень симпатично. Даже когда тушь высыхает, остается впечатление барельефа. Это не плоский рисунок, это очень эффектный, очень лаконичный и объемный рисунок. Объемный по своей настоящей сути, по объему, который выходит из бумаги. И в этом прям восторг пера и туши. За это я их очень обожаю. Теперь смотрю, где у меня остались некоторые такие пробелы в моем рисунке, и думаю, что может их заполнить. Может быть, вот такие вот простые закорючки. Если простые закорючки могут мне помочь, почему их не использовать? Я, конечно, их использую. И потом смотрю, где есть форма побольше, и, может быть, из двух общих линий, почти параллельных, можно создать какую-то структуру, связав ее штришочками. И это тоже работает хорошо. Далее я думаю, может быть, некоторые линии можно утолщить, как в каллиграфии. Некоторые линии очень тонкие, некоторые линии прям очень-очень толстые. И в орнаменте это тоже работает великолепно. Мне нравится. Стараюсь пройтись так по всем элементам. То есть сначала рисунок может быть немножко легкий, потом он становится более весомым, и постепенно я прорабатываю всю эту структуру. Вот смотрите, как лежат эти капли. Даже когда они высохнут, там будут такие небольшие горки. Это очень круто. Теперь перехожу чуть ниже и думаю, каким образом мне развить мой рисунок, не трогая уже нарисованные линии. Я рисую новый элемент и пытаюсь связать его с предыдущим. Вот такая простая закорючка. И теперь можно подумать, что из нее может выйти. Вот такая простая закорючка. И все это сильно похоже на некоторый такой смайл, от которого выходит еще больший смайл. Но это такое весьма настроенческое занятие. Может быть, немножко криво, нет проблемы совершенно, потому что это скетчинг. Это такая ручная техника. Она не должна быть компьютерной, абсолютно не должна быть идеальной. Она должна быть симпатичной. Ну, какой она и становится сейчас постепенно. Вот таким образом тоже по-простому развиваю вот эти две нижние линии. Ну и постоянно посматривая на то, что у меня нарисовано уже с верхними линиями. Добавляю, детализирую. Ну, думаю, в принципе, наверное, вот этого плюс-минус и достаточно. Поэтому я провожу верхнюю линию, там, где у меня теоретически должна быть подпись, если я ее, конечно, напишу. И думаю, у меня есть эта линия, может быть, ей нужна тень. И да, тень хорошо работает в этом случае. И теперь также думаю, каким образом могу по-простому
улучшить, увеличить эффектность этой штуки. Ну, посмотрите, какие капли, это ж восторг. Каким образом могу улучшить и увеличить этот эффект? Я думаю, обычно очень хорошо работает тычкование. И мы тут рисуем немного, работаем немного, но эффект получаем вполне себе красивый. И вот таким образом я прохожусь по всему рисунку. Заполняю вот этими точками пространство и, слежу, в данном случае слежу, чтобы это все было плюс-минус равномерно. Но более умный ход будет, если вы будете максимально плотное количество точек ложить ближе к фигуре. И там, где дальше от фигуры, от линии, делать точки максимально разреженными. Это на самом деле кому как комфортней, кому как больше нравится. Вот так примерно складывается эта композиция. Немножко точек наверху, чтобы появилась материальность всей этой истории. И немножко деталей. Я смотрю, каким образом, что можно подеталить, что нужно улучшить. Наверное, сильно улучшать я что-то тут не буду. Это, в принципе, такой рисунок для того, чтобы я научился рисовать орнаменты. И если вам интересно, то, конечно, я этим с вами тоже поделился. А в целом моя тема ландшафтная архитектура. Меня зовут Кичагин Эдуард. Если вам было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И делитесь этим видосом с теми, кому вам кажется это может быть интересно и полезно. А мне приятно было порисовать. Всем чао-чао. Пока-пока.